Приветствую! Вы смотрите канал Custom Mod, и сегодня мы будем говорить о миниатюрных ПК. Причем не просто каких-то мультимедийных ПК, а игровых, полноценных игровых компьютерах в нереально маленьких корпусах. Например, как этот, объемом 3,24 литра. Сложно себе представить, что в такой миниатюрный корпус можно уместить полноценные комплектующие, которые будут выдавать даже на 4К мониторе приемлемую картинку. Можно поиграть в высокие или средневысокие настройки в современных играх. Но мы больше будем говорить не о железе, которое здесь стоит, а о самом корпусе, поскольку этот корпус на данный момент он уникальный тем, что сделанный лично нами, спроектированный, построенный, допиленный, выпиленный, и собственно вот он. Что же за железо можно поставить в такой миниатюрный корпус, чтобы потом называть его игровым, полноценным игровым ПК? Здесь стоит процессор 6700 i7. Конечно, можно поставить i3 или еще какой-нибудь Intel Pentium, и он тоже будет игровым. Здесь стоит видеокарта 1050 GTX от Zotac. Конечно, можно поставить 1060, и даже по размерам сюда влезет 1070 от Gigabyte. Также хотелось бы сказать о кулере на процессоре. Использовать здесь боксовый кулер не получится, он сюда не влезет. И собственно, как вы видите, здесь с этой стороны особо пустого места нету, чтобы, скажем, разместить какие-то дополнительные комплектующие. Основной же накопитель в данном компьютере это SSD формата M.2. И он находится на материнской плате за видеокартой. В угоду компактности пришлось отказаться от внутреннего блока питания. Поэтому блок питания здесь внешний, ноутбучного типа. Он, конечно, очень большой, мощностью на 160 Вт, но он не греется очень сильно. И помимо того, что вам нужно будет специальное приспособление, чтобы подключить такой блок питания, которое не так легко купить, но возможно, также вам нужен будет еще и Razer шлейф. Здесь мы использовали шлейф качественный от Modideo, и этот шлейф 30 см в длину. Если использовать какие-то китайские шлейфы, то, собственно, у вас будут большие проблемы. Видеокарта не будет работать так, как должна бы. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать качественные, проверенные шлейф. Современному железу не нужно от блока питания киловатт мощности, чтобы выдавать приемлемую производительность, скажем, в играх современных. Это не нужно, это уже ушло в прошлое. 110-120 Вт потребляет данная конфигурация. Зачем нужен блок питания сюда на 400, скажем, Вт? Хотя по большому счету есть такие блоки и на 400 Вт. Идею создания такого миниатюрного ПК подкинул нам один из наших подписчиков, для которого, собственно, мы и сделали этот миниатюрный корпус. Идея была такая, чтобы сделать корпус размером 180 на 180 на 100 мм. Насколько сложен сам процесс создания таких корпусов? Казалось бы, что здесь такого? Он маленький, и поэтому, по идее, он не должен стоить дорого. Но вы должны понимать при заказе таких корпусов, что здесь практически все делается вручную. Вручную делаются чертежи, замеры, после чего отправляется это все на фирму, где лазером вырезаются заготовки. И это только заготовки. Не нужно думать, что это уже все дело сделано. Останется только скрутить это до кучи, покрасить и все, и запихивай комплектующие. Нет, от того момента, как приходят заготовки, и до такого состояния проходит еще не один час работы. Можно сказать, что на этот корпус, так как он первый, было потрачено, наверное, около 30 часов работы с заготовками, плюс покраска, и вот только после этого получился такой корпус. Что хотелось бы сказать по покраске данного корпуса. Хотя этот корпус был покрашен из баллончика, но дальнейшие наши корпуса будут краситься порошковой краской.
Это не так дорого и, собственно, краска очень стойкая порошковая. Вы ее с трудом сможете отодрать от вашего алюминиевого корпуса, и это очень хорошо. Что хотелось бы сказать по цветам. Вы можете заказать любой цвет. Порошковая краска, цветов там около 250, оттенков различных. Скоро мы выложим таблицу в нашей группе в ВК, и вы сможете выбирать, какие вам нужны цвета, и заказывать. Насколько горячий и шумный компьютер в таком корпусе? Кто-то думает, что раз корпус маленький, нет корпусных вентиляторов, значит железо будет нагреваться и как следствие вентиляторы будут реветь. Но этого не происходит с современным железом. Железо здесь не нагревается до критических отметок. В наших тестах железо нагрелось, процессор едва ли достиг 40 градусов, а видеокарта до 50 нагрелась. Это не критично. Шума от этого компьютера практически не было. Это возможно стало благодаря тому, что здесь есть огромное количество вентиляционных отверстий. Но кто-то подумает, что раз столько отверстий, значит туда залетать будет огромное количество пыли, он будет в себя сосать. И в конечном итоге забьется пылью и просто задохнется. Но знаете, в современных квартирах или домах, где нету бабушкиных ковров на стенах, где делается уборка регулярно, и этот компьютер стоит на столе, а не где-то под столом, то, собственно, пыли не так много. И внутри него тоже не будет очень много пыли. У нашего подписчика компьютер подобного размера, чуть больше, стоит сейчас на столе уже полгода, и, как он говорит, пыли внутри практически нету. Поэтому делать какие-то фильтры, а если сюда делать фильтры, то его, следовательно, нужно делать шире, где-то сантиметра на 2 и выше. И это уже будут не те объемы. Хотя, может, кто-то скажет, да мне не критично, я хочу, чтобы там были фильтры, сделайте больше. Без проблем. Но данный компьютер делался очень маленьким, очень компактным, и поэтому от фильтров пришлось отказаться. Из подсветки в данном корпусе есть подсветка логотипа RGB. Управлять ею можно с пульта, собственно, никаких замысловатых штук. Можно включить разный цвет подсветки, можно включить перемигивающийся, переливающийся, мигающий и так далее. И в общем, все то, что вы как раз таки любите. Вот, собственно, и все, что хотелось бы сказать про данный корпус и немного про железо, которое внутри. Но больше про сам корпус. У нас был стрим, где мы рассказывали и отвечали на ваши вопросы. Кто не видел, может посмотреть. Там этот корпус еще без покраски. Такой просто кусок железа, который еще после допиливался немного. Также есть фотографии в группе нашей ВКонтакте, в Фейсбуке. Заходите, смотрите, пишите под этим видео, что вы думаете, есть будущее у таких компьютеров, нет будущего, что здесь плохо, что здесь хорошо. Вот прям все туда пишем. А мы все читаем, отвечаем и делаем какие-то выводы. Возможно, то, что вы напишете там, отразится как-то на дальнейшей работе над какими-то другими нашими проектами и над этим проектом тоже. Огромное спасибо вам за то, что досмотрели этот ролик, за то, что вы с нами. Подписывайтесь на канал, заходите на наши социальные странички ВКонтакте, Фейсбуке. Всем пока и до скорых встреч!